Лагуна Бич а-ля Resort & Spa все чаще появляется в поиске Ютуба. Отель получает много хороших отзывов, особенно за чистоту, анимацию и соотношение цены и качества. Но есть и другая сторона. Некоторые туристы прямо пишут: отель хороший, но до настоящего премиального уровня 5 звезд все-таки не дотягивает. Так где же правда? Сегодня разберем Лагуна Бич а-ля Resort & Spa без рекламы. Номера, питание, пляж, море, бассейны, сервис, реальные недостатки и главное, стоит ли бронировать этот отель в 2026 году. Друзья, всем привет! Вы на канале Go Travel World 360. Здесь мы честно разбираем отели Турции и Египта, чтобы перед бронированием вы знали не только их преимущества, но и все важные нюансы. Ну что, начинаем! Отель находится в Акурджаларе на побережье между Сиде и Аланией. До аэропорта Анталии примерно 90 километров, поэтому рассчитывайте примерно на 1,5 часа дороги. А групповой трансфер с остановками в других отелях может занять около 2 часов, а иногда и больше. До аэропорта Гази-Паша ближе, примерно 60 километров. Сам Лагуна Бич а-ля открылся в 2016 году. В отеле 256 номеров, а территория сравнительно компактная, и вот это сразу определяет формат отдыха. Это не огромный турецкий комплекс, где между корпусами приходится ездить на шаттлах. Здесь практически все находится рядом, но есть важный нюанс – рельеф. Отель расположен выше уровня моря, поэтому к пляжу дорога идет вниз, а возвращаться приходится уже вверх, и об этом обязательно стоит знать заранее. Первое впечатление у большинства туристов положительное. Современные корпуса, красивые виды на Средиземное море, ухоженные зоны вокруг бассейнов и достаточно компактная планировка. Здесь нет ощущения огромного курортного города внутри отеля. Для одних это большой плюс, ресторан, бассейн, номер и другие основные зоны находятся достаточно близко. Но если вы любите огромные зеленые территории, длинные прогулочные дорожки и множество ресторанов, Лагуна Бич а-ля может показаться небольшим. И это важно понимать еще до бронирования. Это скорее компактная современная пятерка с хорошим соотношением цены и качества, чем большой лакшери-резорт. И прежде чем перейдем к номерам, небольшая просьба. Если такие честные обзоры помогают вам выбирать отели, подпишитесь на Go Travel World 360. Впереди еще много подробных обзоров Турции и Египта. Теперь номера. Стандартные номера здесь имеют площадь примерно от 24 до 28 квадратных метров. Для семей предусмотрены значительно более просторные family rooms, примерно от 57 до 74 квадратных метров. И семейные номера действительно могут быть интересным вариантом. Встречаются планировки с 2 отдельными помещениями и даже 2 ванными комнатами. По оснащению все достаточно стандартно для хорошей турецкой пятерки. Кондиционер, телевизор, сейф, балкон, холодильник. В большинстве свежих отзывов туристы положительно оценивают состояние номеров и чистоту. Но есть и отдельные жалобы на нестабильное качество уборки, поэтому говорить, что абсолютно все номера обслуживаются идеально, было бы неправильно. И еще один интересный момент – мини-бар. Если вы привыкли, что в турецкой пятерке холодильник каждый день наполняет колой, соками и пивом, здесь все гораздо скромнее. Официально бесплатно предоставляется пол-литра воды на человека в день. Это вроде бы мелочь, но именно из таких мелочей складывается понимание, почему некоторые туристы говорят: хорошая пятерка – да, премиальная – нет. Теперь переходим к одному из самых важных пунктов – пляжу. Собственный пляж находится примерно в 150 метрах от отеля, но просто сказать 150 метров было бы не совсем честно. Отель стоит выше пляжа, поэтому вниз идти довольно легко, а вот возвращаться вверх в летнюю жару может быть уже менее приятно. Именно поэтому отель предоставляет бесплатный шаттл до пляжа. Он работает примерно с 10 утра до 7 вечера. Для молодых и активных туристов расстояние небольшое, но людям пожилого возраста или тем, кому тяжело ходить по уклонам, этот нюанс обязательно нужно учитывать. Сам пляж песчано-галечный, у воды встречается галька, поэтому аквашузы могут пригодиться. Вход в море не везде идеально пологий, глубина может нарастать достаточно быстро. Поэтому, если вы ищете исключительно мягкий песчаный пляж с очень длинным мелководьем для маленьких детей, нужно присмотреться к другим вариантам.
Зато море красивое и прозрачное, а расположение пляжа в бухте при определенных погодных условиях может давать более спокойную воду. Но отсутствие волн гарантировать, конечно, нельзя. Кстати, если к этому моменту обзор уже оказался для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Так YouTube сможет показывать это видео большему числу туристов, которые сейчас выбирают отель. Теперь питание. И здесь отзывы уже гораздо интереснее. В основном ресторане проходит завтрак, обед и ужин. Есть поздний завтрак, ночной суп, кондитерская и различные закуски в течение дня. Кроме основного ресторана работают два ресторана а-ля карт – итальянский и османский. При проживании от 7 ночей предусмотрена возможность одного бесплатного посещения а-ля карт ресторана по предварительному бронированию. А что говорят туристы? Многие хвалят выбор блюд, свежие овощи, мясо, рыбу, сладости и регулярное пополнение шведского стола. Но есть и другая группа отзывов. Часть гостей считает питание довольно повторяющимся и не соответствующим уровню дорогих турецких 5-звездочных отелей. Поэтому я бы не называла питание главным козырем этого отеля. Скорее так, кормят хорошо, выбор достойный, голодными вы точно не останетесь. Но гастрономического уровня дорогого лакшери отеля ждать не стоит. В часы пик у популярных блюд и гриля могут появляться очереди. Если хочется избежать толпы, лучше приходить либо к открытию ресторана, либо немного позже. Отдельно стоит сказать о системе All Inclusive. Местные алкогольные и безалкогольные напитки входят в концепцию примерно до полуночи. После полуночи диско-бар продолжает работать, но напитки там уже платные. Импортный алкоголь, часть бутылированных напитков, энергетики и свежевыжатые соки также могут оплачиваться отдельно. И это еще один момент, который показывает, здесь хороший All Inclusive, но далеко не самый расширенный формат Ultra All Inclusive. А вот бассейны – одна из сильных сторон отеля. Всего на территории 4 открытых бассейна. Главный бассейн самый большой – около 464 квадратных метров. Есть отдельный релакс-пул для более спокойного отдыха, бассейн с водными горками и детский бассейн. Горки работают по расписанию, обычно с 10 утра до 12 часов дня и затем с 14:00 до 16:00. Это не полноценный огромный аквапарк, но для нескольких часов развлечений вполне достаточно. Анимация – еще одна сторона, которую особенно часто хвалят в свежих отзывах 2026 года. Днем проходят активности у бассейна, спортивные мероприятия и игры, вечером шоу, развлекательные программы. И именно команда аниматоров регулярно получает хорошие оценки от гостей. И здесь небольшая просьба к нашим постоянным зрителям. Если вам нравятся такие подробные и честные обзоры и вы хотите помочь развитию Go Travel World 360, вы можете стать спонсором нашего канала, нажав кнопку «Спонсировать» под видео. Такая поддержка помогает нам делать еще больше подробных обзоров и полезных материалов для туристов. Спасибо всем, кто поддерживает Go Travel World 360. Для семей с детьми базовая инфраструктура есть. Детский бассейн, мини-клуб, мини-диско, анимация и игровые активности. Но здесь бы я сразу сделала важную оговорку. Если ваша главная цель – огромный семейный отель с большим аквапарком, мощным детским клубом, десятками развлечений и инфраструктурой практически как в парке аттракционов, Лагуна Бич не про это. Семьям здесь может быть комфортно, но это не специализированный семейный мегакомплекс. Теперь соберем основные недостатки. Первое. Дорога от аэропорта Анталии достаточно долгая. Второе. Рельеф. Пляж близко, но расположен ниже отеля, поэтому дорога обратно идет вверх. Третье. Пляж не полностью песчаный, а вход в море не самый пологий. Четвертое. Довольно скромное наполнение мини-бара. Пятое. Питание получает в основном хорошие отзывы, но далеко не все считают его достаточно разнообразным. В высокий сезон в ресторане могут появляться очереди. И еще один момент. В нескольких свежих отзывах 2026 года туристы упоминали специфический неприятный запах водопроводной воды. Назвать это массовой проблемой нельзя, таких отзывов немного. Но поскольку такие сообщения есть, полностью игнорировать этот сигнал мы тоже не будем.
Кому подойдет этот отель? Тем, кто ищет современный и компактный отель с хорошим соотношением цены и качества. Парам, семьям с детьми, которым не нужен огромный аквапарк. Туристам, которым важны бассейн, анимация и собственный пляж. А вот если вы хотите премиальное обслуживание, огромную территорию максимально расширенной ультра all-inclusive и ресторанный уровень лакшери, лучше смотреть более дорогую категорию. И отдельно подумайте перед бронированием, если вам тяжело ходить по уклонам и лестницам. А теперь наша итоговая оценка Go Travel World 360. Пляж 8,5 из 10, заход в море 7,5, номера 8,5, питание 8, сервис 8,5, бассейны 9, отдых с детьми 8, расположение 8, а соотношение цены и качества 9 баллов из 10. Итоговая оценка 8,5 баллов из 10. И главный вывод. Лагуна Бич а-ля Resort & Spa – хороший курортный отель с официальной категорией 5 звезд. Но воспринимать его как дорогую премиальную пятерку я бы не стала. Это скорее крепкая и относительно доступная турецкая пятерка, которая особенно интересна именно своим соотношением цены и качества. Если цена заметно ниже более дорогих 5-звездочных комплексов региона, вариант действительно стоит рассматривать. А вот если разница в стоимости небольшая, уже имеет смысл сравнивать. И теперь очень интересно ваше мнение. Если вы отдыхали в Лагуна Бич в 2025-2026 году, обязательно напишите в комментариях, согласны ли вы с нашей оценкой 8,5 баллов из 10. Как вам питание, пляж и сервис? Ваш опыт поможет другим туристам сделать правильный выбор. Если обзор оказался полезным, поддержите его лайком и подпишитесь на канал Go Travel World 360, чтобы не пропустить следующие честные обзоры отелей Турции и Египта. Спасибо за просмотр, желаю вам отличного отдыха и только удачных отелей. До встречи в следующих выпусках Go Travel World 360. А сейчас пока-пока!